Для этого очень быстрого вкуснейшего супа я беру полкилограмма фарша. К фаршу добавлю 100 граммов предварительно хорошо промытого риса. Немного больше, чем пол чайной ложки соли. 2 столовых ложки растительного масла. И так как суп будет греческий, то масло желательно взять оливковое. 1 луковицу нарезаю как можно мельче. Луковицу положим в фарш. Также мы добавим еще один ароматный ингредиент. Это 1 зубчик чеснока. А теперь приправы. Насыпаю немного черного молотого перца, а также сухую или свежую зелень. Я добавляю 1 чайную ложку сухой петрушки, 1 чайную ложку сухого укропа и 1 такую полную чайную ложку сухой мяты. Причем здесь есть такой интересный нюанс. Сухая мята должна обязательно присутствовать. А вот другую зелень можно менять по своему усмотрению. Например, взять орегано или базилик, или то, что вы больше любите. Теперь нужно все это очень хорошо перемешать вместе. И не просто перемешать, но еще и отбить, чтобы фарш уплотнился. А потом сделаем такие небольшие шарики фрикадельки. В процессе дальнейшего приготовления они, конечно же, увеличатся. Посмотрите, фрикаделек получается много. Суп я варю из расчета на 3-литровую кастрюлю. В кастрюлю заливаю воду, кастрюлю с водой ставим закипать. Когда вода закипела, мы ее слегка подсолим. Нальем 1 ложку оливкового масла, положим 1 лавровый лист и отправим сюда все фрикадельки. При закипании появляется пена, и мы ее, конечно, удалим. Затем в суп добавим еще 50 граммов промытого риса и оставим вариться на небольшом огне минут на 15 до готовности риса. В этот суп обязательно добавляется соус. Пока суп варится, мы его сейчас приготовим. Для соуса беру 2 яйца, добавляю щепотку соли и взбиваю их венчиком. Нужно, чтобы яйца стали такие немного пышные. Затем возьмем 1 лимон. Из лимона отожмем сок. И выльем в яйца. Возможно, сочетание ингредиентов немножко непривычное, но получается очень-очень вкусно. И, конечно, опять снова перемешаем. А теперь добавим сюда 2 столовых ложки крахмала. Я использую кукурузный крахмал, но можно взять и картофельный. В общем, выбор за вами. Ну и, конечно, снова перемешаем. Перед тем, как соединять соус с супом, я измельчу немного зелени. В данном случае я использую петрушку. Измельченную петрушку высыпаю в кипящий суп. Перемешиваю. И сразу же набираю черпачок жидкости из супа. Ее я буду наливать очень постепенно в соус, при этом все время помешивая сам соус. Так я буду делать несколько раз, пока соус не станет горячим.
Смотрите, у нас получается такая вот пышная красота. Целая миска. Дальше соус медленно выливаем в суп и перемешиваем. Дальше огонь на плите выключаем и дадим греческому супу настояться минут 7. Я надеюсь, что этот рецепт был для вас интересен и, возможно, он разнообразит ваше меню. Готовьте с удовольствием этот яркий по вкусу суп, а также не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы видеть и другие интересные рецепты. Спасибо большое за ваш лайк под видео и за ваши доброжелательные и полезные комментарии. А я в свою очередь желаю вам крепкого здоровья, приятного аппетита и, как всегда, мирного неба над головой. Мы с вами увидимся в следующем вкусном видео.